Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно наша съемочная группа вернулась из экотехнопарка, где стала свидетельницей очередного визита весьма представительной делегации Национальной академии наук Беларуси. Возглавил ее академик, доктор биологических наук, профессор, академик, секретарь отделения биологических наук Национальной академии наук Беларуси Михаил Ефимович Никифоров. Помимо экотехнопарка, научные эксперты также ознакомились и с опытно-экспериментальным производством закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Визит явился продолжением сотрудничества двух организаций. Напомним, что предыдущее посещение нашей компании представителями Национальной академии наук Республики Беларусь состоялось 23 декабря 2016 года. И тогда главой делегации был первый заместитель председателя президиума, ученый в области физики и механики поверхности на микро- и наноуровне, нанодиагностики, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор Сергей Антонович Чижик. В итоговом документе после того визита было сформулировано следующее мнение Национальной академии наук Беларуси о струнном транспорте Юницкого. Перспективный проект строительства опытно-экспериментальной тестовой транспортной системы эстакадного типа в Пуховическом районе, осуществляемой закрытым акционерным обществом «Струнные технологии», является инновационным и представляет научную ценность и не имеет аналогов. Тем же документом были обозначены точки взаимодействия, одной из которых явилась помощь научных институтов в изучении влияния инновационной транспортной технологии на окружающую среду. Последовавшее посещение экотехнопарка ведущими экспертами-экологами Национальной академии наук Беларуси и явилось следствием достигнутых договоренностей. В состав делегации также вошли Владимир Владимирович Титок, доктор биологических наук, член-корреспондент, директор ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, и Руслан Викторович Новицкий, заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам». Генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Юницкий ознакомил ученых мужей со струнными технологиями, аспектами ее взаимодействия с окружающей средой и провел экскурсию по экотехнопарку Skyway. Завершился визит обсуждением дальнейшего развития сотрудничества наших организаций. Послушаем мнение об этом событии глав обеих сторон переговоров. Не так давно мы вам сообщили о визите очень представительной делегации Национальной академии наук Беларуси в экотехнопарк Skyway и об оценке инновационности и научной ценности разработок, которые ведутся закрытым акционерным обществом «Струнные технологии». Сегодня продолжение сотрудничества с Академией наук. Также весьма представительная делегация сегодня в экотехнопарке во главе с академиком, секретарем Национальной академии наук Михаилом Ефимовичем Никифоровым. И об экологическом аспекте, точнее о воздействии технологий Skyway на окружающую среду, я думаю, наш высокий гость имеет что сказать. Добрый день, Михаил Ефимович. Добрый день. Здравствуйте. Может быть, скажете пару слов о впечатлении о струнных технологиях, о струнном транспорте Юницкого и о том, как вы оцениваете воздействие этой инновационной технологии на окружающую среду. Сегодня мы имели возможность познакомиться с тем, как технические вопросы, которые решает Skyway, как эти технические вопросы технические решения могут воздействовать на окружающую среду и что делается для того, чтобы эти решения, это строительство, скажем так, не оказывало отрицательного влияния на живую природу, поскольку дороги проходят, струнные трассы часто проходят через естественные территории, через естественное место обитания животных, через место произрастания растений и так далее. Я должен сказать, что, конечно, производит впечатление именно экологическое мышление руководителей и сотрудников этой организации. Работы ведутся не так давно, но
уже первые результаты, конечно, впечатляют. Потому что даже до каких-то мелочей продумано возрождение, скажем так, всех групп растущих организмов. Здесь посаженный сад, здесь разводятся грибы, здесь, значит, продумано и водоемы, система водоемов. Сами опоры ставятся, конечно, в этом месте, где ставится опора, нарушается грунт природный. Тоже планируется восстановление его посадкой трав так же, чтобы, как говорится, кроме опоры, вся остальная природа сохранялась. И, в принципе, в разговоре, в обсуждении экологических проблем чувствуется, что работники этой организации глубоко продумывают с экологической точки зрения каждый свой шаг. И это очень радует, и это очень положительно, потому что убедить в технической, значит, значимости проекта, убедить в прогрессивных технологиях с технической точки зрения, это один аспект. Но показать, что от этого не пострадает природа, что это альтернатива очень даже перспективная и нужная для человека, это очень большой аспект. Поэтому, конечно, то, что организация начала заниматься экологическими вопросами в самом начале своего пути, скажем так, да, строительства, да, а не потом, когда уже земля перевернута, как говорится, и так далее, начали искать, как бы это заровнять. Нет. Вот даже я бы сказал, что экологические вопросы идут впереди. Сначала продумывается, что мы оставим после того, как закончится строительство. Вот это очень радует. И радует то, что организация сотрудничает с Академией наук, и в частности с институтами биологического отделения, которые по определению занимаются разрабатывают научную основу именно вот таких природоохранных технологий, щадящих технологий. Это сотрудничество, вот, в частности, началось с ботаническим садом, директор которого сегодня здесь присутствует, да, и мы видим уже высаженные растения, которые рекомендованы ботаническим садом, которые предоставлены ботаническим садом. Вот. Многие инновации, я должен сказать, что вот эти вот сады на крыше, которые планируются, и экспериментальные, значит, грядки с различными слоями, которые рассчитаны, что будет задействовано, как говорится, растениями через год, через два, что станет задействоваться через десяток лет, скажем так, та подложка, которая заложена внизу и так далее. Короче, видно, что специалисты, которые работают, я имею в виду прежде всего экологи, поскольку я биолог, я оцениваю, конечно, экологические аспекты, видно, что люди очень инициативные, очень такие, скажем так, очень активные, люди грамотные, потому что просто не идет просто придумка, да, как вот в деревне посадили, воткнули что-то и так далее, и слава богу. А идет научный подход, то есть изучается глубоко литература, передовой мировой опыт. Люди связываются с целым рядом организаций, просто десятки организаций, которые задействованы, которые или консультируют, или чем-то помогают, передают свой опыт. И мне кажется, что это даже в качестве примера вот, деятельность этой организации чрезвычайно важна и полезна. И поэтому надо ее, конечно, рекламировать, эту деятельность, потому что, ну, как бы сказать, вот если хотите посмотреть, как правильно надо работать в природных местообитаниях, в природных экосистемах, вот надо поехать и посмотреть, как это делает Skyway. Да. Спасибо большое, Михаил Ефимович. Нам очень ценны ваши замечания и ваша оценка. Но, естественно, мы не можем закончить это интервью без того, чтобы предоставить слово генеральному конструктору закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Анатолий Эдуардович, как вы оцениваете продолжающееся сотрудничество с Академией наук и каковы планы, какие договоренности, возможно, были достигнуты сегодня? Расскажите, будьте добры. Я оцениваю это сотрудничество как плодотворное, перспективное. Мы действительно работаем почти с десятком организаций Академии наук, в том числе биологического направления. Для нас это очень важное направление, потому что мы предлагаем другие дороги, они не зря названы небесными, они идут на втором уровне, в отличие от дорог, которые сегодня размещаются на первом уровне. Я часто об этом говорю, я думаю, нужно еще раз сказать, что, например, под асфальтом сегодня в мире закатана земля по территории, равной 5 Великобританиям. Эта земля мертва. Она не дышит, на ней ничего не произрастает. И в том числе растения, которые дают кислород для нашего дыхания. А в несколько раз большая территория деградирована, почва. Потому что выхлопы автомобилей, износ шин,
асфальта, загрязняет огромные территории. Если корова даже будет пастись там в 100 метрах от автомобильной дороги, то лучше бы молоко это не пить. Да? А здесь мы показываем, что наши дороги безопасны, поэтому экологическая сторона у нас на первом месте. И это видно вот даже по трассе, которую мы сейчас строим. Так? Мы не отняли ни одного квадратного метра земли. И даже там, где вот стоит опора, там будет расти вьющееся растение, которое объедет опору. И она тоже будет занята растением, это, да, маленькая территория. Здесь вот видим, что мы пригрузили не бетоном анкерную опору, грунтом, а почвой, которая бедная очень. Мы взяли ее из-под анкерной опоры. Мы ее обогатили гумусом, обогатили органикой. И за почти 2 метра вот засыпали почву, которой хватит растению на 100 лет. Питания. И подкармливать не нужно на самом деле. Да? И при этом мы пригрузили вот почвой. Это где-то около 500 тонн земли здесь. То есть на 500 тонн мы уменьшили расход железобетона. И только благодаря этому мы сэкономили около $100 тысяч. То есть мы не только благое дело сделали, но еще сэкономили деньги инвесторов. Поэтому мы и дальше планируем сотрудничать с Академией наук и расширять это сотрудничество, в частности, в том числе в области уже микробиологии, микроорганизмов, потому что именно они дают основу плодородия, они создают гумус, и они кормят растения. И поэтому здесь есть институт микробиологии, так, который занимается, и поэтому, естественно, мы будем с ними сотрудничать, чтобы отработать технологию промышленного получения гумуса из органического сырья, любого вот, задачи. Наша цель, чтобы мы пришли в любую страну, и в том числе, где вот пустыня, вот взять Эмираты, да, чтобы сказать, что мы можем построить не только дорогу, а вдоль дороги еще посадить сады, возродив природную почву. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за то благородное дело, что вы делаете. Спасибо большое нашим высоким гостям, представляющим Национальную академию наук Белоруссии, за то, что вы помогаете нам оценить воздействие струнного транспорта Юницкого на окружающую среду. К вам же, уважаемые зрители, обращаюсь, как всегда, с призывом следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-systems.com. Также подписывайтесь на наш канал YouTube. В общем, поддерживайте наш проект, вносите свой вклад в улучшение экологии Земли. Строй Skyway! Спасай планету!